Республика Тыва – это субъект Российской Федерации со столицей в городе Кызыл. На юге и юго-востоке граничит с Монголией. Это красивейший регион нашей страны с уникальной природой. На территории республики находится заповедник Упсунурская котловина, курганы, остатки уйгурских крепостей, дорога Чингисхана, буддийские монастыри и другие объекты культурно-исторического наследия. Данный регион в качестве места отдыха также любит посещать президент Российской Федерации. Но несмотря на это, Тыва является беднейшим дотационным регионом страны. Уровень бедности в республике в 2017 году составил 41,5%, что является худшим показателем в стране. В республике беспрецедентный уровень детской бедности. Численность детей в структуре населения порядка 35%, и из-за отсутствия занятости большая часть семей живет на пособие. Как известно, уровень бедности напрямую коррелирует с уровнем преступности. Поэтому по количеству тяжких и особо тяжких преступлений республика занимает лидирующие позиции. Так, например, по уровню насильственной преступности Тыва соседствует со странами Латинской Америки. В Мексике в 2021 году было 28 убитых на 100 тысяч человек. В Тыве в том же 2021 – 30. В европейских странах этот показатель не превышает 5 человек на 100 тысяч. Тыва – это лидер и по общему числу потерпевших – 1550 человек на 100 тысяч, при среднем по России 852 на 100 тысяч. При этом в республике проживает менее 350 тысяч человек, то есть в рейтинге субъектов по численности населения Тыва также занимает одну из последних строчек. Отличается и структура преступности. Если в России самые частые преступления кражи, мошенничества и связанные с наркотиками статьи, то в Тыве на втором месте после краж умышленное причинение легкого вреда здоровью, а убийства и покушения в Тыве входят в десятку наиболее частых преступлений. В целом же по России такие преступления не входят даже в топ-20. В дополнение к этому в Тыве очень сильно развита клановость. Родственные связи имеют решающее значение. История, о которой пойдет речь сегодня, прогремела на всю страну в 2023 году. Обстоятельства дела и ход процесса лишний раз доказали, что взяточничество и кумовство в нашем государстве, даже в пределах небольшого населения на окраине страны, могут существенно затормозить ход процесса, а зачастую и вовсе разрушить надежды на справедливое разбирательство. Это дело уже было разобрано на многих крупных каналах, в нем не осталось загадок, но я считаю своим долгом разобрать его на канале «Неразгаданные тайны». Потерпевшим в данном деле является ребенок, поэтому если по этическим соображениям вы не готовы услышать некоторые факты, рекомендую пропустить этот выпуск. Жуткое преступление произошло в небольшом селе Ошина с населением чуть менее 1000 человек в январе 2023 года. В селе имеется школа. Учился в этой школе и мальчик из многодетной семьи. Родители молодые, обоим по 28 лет. Причем мальчик родился у матери в первом браке, когда той было всего 17 лет. Затем женщина развелась и вышла замуж повторно. Во втором браке у нее также родились дети. Как бы то ни было, семья благополучная, отчим воспитывал пасынка как родного. По словам Айзы, матери мальчика, отношения с сыном у нее были хорошие. Мальчик рос открытым и добродушным, всегда помогал маме по дому. Парнишка, помимо того, что учился в школе, ходил на секцию по национальной борьбе Хуреш. Она находится в этом же учебном заведении. Вообще борьба в Тыве является самым популярным видом спорта. Сын Айзы с детства мечтал освоить этот вид спорта, и уже в 7-летнем возрасте, когда пошел в 1 класс, мама впервые отвела его в эту секцию. Все шло хорошо, до января 2023 года. А потом женщина стала замечать, что ребенок ведет себя странно. После занятий он сразу шел в комнату, много спал, не делал уроки, отказывался выполнять работу по дому, стал в целом вялым и апатичным, а затем начал прятать свое нижнее белье. Потом начал страдать недержанием кала и мочи. Айза много раз пыталась узнать, что произошло, но сын упорно молчал. Так прошло 12 дней. А однажды мальчик спросил у матери, больно ли умирать. Тогда женщина забила тревогу и попросила своего мужа поговорить с сыном.
Выяснилось, что страдания ребенка начались 10 января 2023 года. Мальчик возвращался домой с очередной тренировки. Его подкараулили трое старшеклассников. Одному из них было 15 лет, двум другим по 17 лет. Они занимались в той же секции. Парни праздновали день рождения и были пьяны. Подростки затащили ребенка в уличный туалет и надругались. На секундочку, тогда в Тыве стояли 20-градусные морозы. А затем запугали ребенка, запретив обо всем рассказывать родителям. Через несколько дней насилие повторилось. И якобы каждый раз злоумышленники смотрели гей-порно и затем сами пытались повторить действия оттуда. Троим негодяям понравилось мучить беззащитного ребенка. И одним случаем дело не ограничилось. Всего с 10 по 22 января произошло 5 эпизодов. Один из подростков надругался над мальчиком 5 раз, двое других по 2 раза. Узнав обо всем, Айза сразу же позвонила по номеру 112. На часах было около 9 часов утра. Сотрудники МВД приехали спустя 2 часа. Они составили протокол и направили женщину с сыном в больницу в административный центр района, село Самогалтай. Туда семья добралась к 14 часам, но обратиться к врачу они не успели. Айзе позвонил следователь и велел немедленно прийти в отделение полиции вместе с ребенком. Сына Айзы допрашивали 9 часов без перерыва, хотя Уголовно-процессуальный кодекс запрещает допрашивать детей более часа без перерыва и более 2 часов с перерывом в полчаса. Родителей допрашивали почти столько же. Айза рассказала, что в отделении полиции Самогалтая суммарно ребенка и родителей допрашивали около 17 часов. Все это время у мальчика наблюдалось недержание. Только после этого ребенка отвезли к врачам, но не для госпитализации, а для проведения экспертизы, которую семья третьеклассника описала как варварскую и выразила подозрение, что ее целью было не помочь ребенку, а слить дело. Причем сделать экспертизу нужно было не в Самогалтае, а в столице Тывы, Кызыле, и обязательно до 8 часов утра. Семье пришлось ехать туда ночью. До больницы они добрались к 4 часам утра. Уже в больнице у сына началось очередное калонедержание. Родители попросили врача дать что-нибудь, чтобы хоть как-то очистить ребенка. Врач дал полотенце. Затем, не надев халат и не включив свет, врач надел перчатки и засунул палец в анальное отверстие мальчика. Ребенок в это время начал кричать от боли. А врач сказал, что с ним все в порядке и что он целка. Это не шутка, врач действительно использовал именно это слово. В итоге врач признал ребенка здоровым, хотя у мальчика очевидно было недержание кала, проблемы с мочеиспусканием и отеки в заднем проходе. После визита к врачу шокированные родители отправились обратно в свой районный центр Самогалтай, чтобы мальчика обследовали другие специалисты. Но медсестра в местной больнице сообщила, что в госпитализации ребенка им отказано. По словам Айзы, в медучреждении пояснили, что запрет на госпитализацию озвучил следователь по фамилии Хамушко. После этого мама мальчика пригрозила следователю, что будет жаловаться в прокуратуру, и настояла на повторной экспертизе. Ее провели еще раз, и в этот раз мальчика осмотрели как положено. Старшеклассников задержали, возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего». В марте 2023 года 3 подозреваемых отправили под домашний арест. Потерпевший мальчик попал в больницу, а подозреваемых подростков стали выгораживать, причем весьма странными способами. Как рассказала мама мальчика, в следственный комитет пришла девушка, жительница района. Она рассказала, якобы Айза сама ей признавалась, что ее муж насилует ее и сына в извращенной форме. Однако затем эта женщина призналась, что соврала, потому что ей пообещали денег. Но первое заявление девушки следствие принялось рассматривать со всей тщательностью. Обоих родителей мальчика допросили, прогнали через полиграф. Все это было мучительно для них. К тому моменту мальчик уже во второй раз находился в больнице вместе с мамой, от которой боялся отойти даже на шаг. По словам его матери, пострадавшего лечили физраствором и делали клизмы. Лекарств никаких в больнице не давали. Сказали, что родители мальчика должны покупать их самостоятельно. Однако ребенку все еще требовалось лечение,
которые в отдаленном тувинском селе никто не мог обеспечить. Тогда Айза обратилась к известной тувинской певице Барбане Баржай. Артистка рассказала о ситуации в своих соцсетях, и дело получило широкую огласку. На сбор денег для лечения мальчика в Москве, который объявила певица Барбана Баржай, откликнулось огромное количество людей. За несколько часов на реабилитацию мальчика перевели более 1,5 миллиона рублей. Но самое главное, народ начал требовать от властей решительных действий в проведении расследования и наказании виновных. В этот же день на Change.org была создана петиция и организован сбор подписей в поддержку мальчика. На местном уровне история замалчивается. Дело хотят быстрее закрыть из-за влиятельных родственных связей жителей, обвиняющихся в этом преступлении. Пострадавшая сторона за неимением денег и авторитетных связей лишена всяческой поддержки со стороны защиты прав детей, правительства, Министерства здравоохранения. Более того, идет массовая атака на пострадавшую семью. Для того, чтобы инцидент не получил огласки и распространения. Семья просит помощи у неравнодушных граждан Российской Федерации. Так называлась петиция на сайте. Как сообщали местные СМИ, ребенка до объявления сбора направили на лечение в специализированное учреждение. Он общался с психологами, проходил физиотерапию. Вопрос о здоровье мальчика находился на контроле в региональном Минздраве и правительстве региона. Далее его ждала госпитализация в Москву, где с 3 апреля 2023 года он должен был пройти дополнительную реабилитацию в научно-практическом Центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Но все эти вполне логичные шаги были сделаны только после того, как поднялся шум в соцсетях. 1 апреля стало известно, что после общественного резонанса свой пост покинула детский омбудсмен Республики Тыва Сайзана Таву. Она находилась в этой должности с апреля 2022 года, то есть проработала ровно год. И за время своего пребывания на посту уполномоченного по правам ребенка Сайзана Таву ставила задачу выстроить систему взаимодействия всех ответственных по работе с семьями и детьми. В этом направлении она работала в том числе с силовыми структурами и пенитенциарными учреждениями. Как сообщается, решение покинуть этот пост она приняла добровольно и самостоятельно. О деле узнал глава республики Владислав Хавалыга. Айзе и ее сыну оплатили перелет и курс реабилитации в Москве. Но позднее глава региона отказал Айзе в личном приеме. В деле постоянно менялись судьи и прокуроры. При этом на семью постоянно оказывалось давление. Так родственники насильников открыто угрожали семье мальчика. Брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, он их всех застрелит. Бабушка мальчика, мама Айзы, прожила в этом селе более 30 лет. В ее доме неизвестные разбили окна. А в июне 2023 года, когда женщина была на работе, на ее участке случился пожар. Сгорели все хозяйственные постройки – сарай, огород, туалет, душевая. Пенсионерка связывает произошедшее с расследованием дела об изнасиловании ее внука. Женщина полагает, что поджог устроили сторонники обвиняемых старшеклассников. Впрочем, бабушка признает, что никаких доказательств у нее нет. Соседка пенсионерки тем временем утверждает, что произошедший пожар – это случайность. Якобы местные мужчины курили и выпивали в коровнике на соседском участке. Тлеющий бычок сигареты попал в сухой навоз, и спустя время появился огонь. День был сухой и жаркий, поэтому пламя распространилось и на другие постройки. Многие жители села ожидали, что семья пострадавшего мальчика обратится в полицию из-за пожара, но этого не произошло. Соседка не верит в версию с поджогом. Впрочем, женщина может быть не объективной. Она одноклассница, родственница одного из подозреваемых в громком деле. Дело на особый контроль взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. А дополнительной огласке делу придал депутат Госдумы Александр Хинштейн, который в своем телеграм-канале написал, что руководству Следственного комитета Тывы, похоже, есть чего бояться. Также он сообщил, что мать ребенка с материалами о назначении экспертиз ознакомили только на днях, после огласки, то есть спустя 2 месяца после ее заявлений. К тому же с нее взяли подписку о неразглашении, пытаясь таким образом оградить от общения с журналистами. При этом женщина плохо владеет русским языком. Но никто ей протоколы допросов не переводил на тувинский, просто говорили, где поставить подпись.
Депутат тогда отметил, что уголовное дело нужно изымать из производства Тывинского следственного комитета, или как минимум брать дело под жесткий контроль Центрального аппарата Следственного комитета России и Генпрокуратуры. Отдельные вопросы к руководству Следственного комитета и прокуратуры республики. Почему 2 месяца они не видели очевидного беспредела? Также он подготовил соответствующие депутатские запросы. Министерство образования Тывы отчиталось, что в школе, где такое стало возможным, организована проверка, а директора отстранили от должности. Кстати говоря, в подобных громких скандалах это довольно распространенная ситуация. Быстренько найти крайнего и показательно уволить. Между тем, в Тыве теперь решили рассказать детям, что грозит за подобные преступления. Так в республике провели масштабное анкетирование школьников на тему физического и полового насилия. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалык в своем телеграм-канале. Он отметил, что Следственный комитет региона готов методически помочь в проведении этого исследования. Займется же им социальный блок республиканского правительства, а представители прокуратуры Кызыла провели профилактическую беседу в местном лицее. Они рассказали об уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений против собственности, жизни и здоровья человека, половой свободы и половой неприкосновенности. При этом привели примеры из прокурорской практики. Подобные лекции они обещали читать и в других школах. Уголовное дело возбудили против самой Айзы. История мутная. 26 мая женщине позвонили из полиции и велели срочно приехать в участок. Там ее мужу дали подписать бумаги. Плохо зная русский язык, мужчина подписал документы, не читая их. 6 июня следователь позвонил женщине и спросил, нашла ли она себе адвоката. Выяснилось, что на нее завели дело по статье о заведомо ложном доносе, статья 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, из-за старого заявления, которое она написала на мужа после ссоры. Айза объяснила ситуацию. В 2022 году у нее с мужем была банальная семейная ссора, и под напором эмоций женщина написала заявление в полицию. Когда их с мужем вызвали в полицию, они сразу же помирились, и это дело было прекращено. А уже 26 мая 2023 года, когда муж ставил подпись, по этому же заявлению возбудили уголовное дело. В итоге суд оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей. Позднее она сама написала заявление в полицию о клевете в свой адрес. Только вот дело о клевете в отношении самой Айзы никто открывать не торопился. В соцсетях с момента, когда дело было предано огласке, периодически появлялись комментарии с фейковых аккаунтов, где утверждается, что Айза страдает от алкогольной зависимости и не следит за своими детьми. Якобы изнасилований ее сына не было, и вся история высосана из пальца. Эти же люди пишут, что ректальная травма сына связана не со старшеклассниками. По словам комментаторов, муж Айзы изнасиловал неестественным образом сначала ее, а потом и их общего сына. Чтобы доказать обратное, Айзе и сыну пришлось сдавать анализы. Подозреваемые тем временем продолжали сидеть под домашним арестом. Хотя сама Айза была уверена, что по справедливости они должны сидеть в СИЗО. В одном из обращений женщина рассказала о родителях обвиняемых. Они богатые. Их родственники и знакомые имеют связи. Они в открытую говорили, что потратили миллионы на взятку. Все в республике были на их стороне, от комментаторов в соцсетях до врачей и следователей, которые старательно тормозили ход дела и отказывали мальчику и его родителям в помощи. У родителей насильников якобы есть связи на всех уровнях, начиная от администрации села, заканчивая правительством республики Тыва. Педофилы же, когда встречались с родственниками мальчика, открыто смеялись и были уверены в своей безнаказанности. По словам правозащитницы Евы Меркачевой, которая расследовала эту историю, некоторые родители старшеклассников работали в той же школе. Как рассказывает мама мальчика, глава республики не оказал никакой помощи, а все это время не принял родителей, отказал им в личном приеме. Поэтому Айза потеряла доверие к работе специалистов в своей родной республике. Она увидела их настоящие лица. Женщина считает, что все были в сговоре и пытались замять это дело. В последующих интервью Айза рассказывала, что уголовное дело стоит на месте. Суды откладывают, меняются прокуроры и судьи. Обвиняемые уже год находятся под домашним арестом.
При этом, по словам женщины, в деле присутствуют все доказательства. Есть даже видео, где один из старшеклассников рассказывает, в какой последовательности его приятели насиловали ребенка. По словам женщины, ей удалось выяснить, что случай с ее сыном не первый в этой школе, а как минимум третий. Но в первые 2 раза преступления якобы не стали придавать огласке и спустили дело на тормозах. Бабушка мальчика утверждает, что когда Айза повезла внука в районный центр в больнице и полицию, за ними по пятам следовали директор школы и его заместители с предложением не писать заявление и пытались откупиться. Предлагали баранов, устроить родственника семьи мальчика сторожем в школу на работу. Кому-то это может показаться смешным, но в условиях бедности в республике даже один баран является довольно неплохим капиталом. При этом родственница одного из подозреваемых, когда дело уже получило определенную огласку, собирала в селе подписи и характеристики в защиту 3 старшеклассников. Якобы это примерные и прилежные ребята, которые активно участвуют как в учебе, так и в спорте и общественной жизни школы, и которые ни за что не могли бы совершить столь ужасное преступление. И что это сама Айза придумала эту историю, потому что якобы на самом деле над мальчиком надругался его собственный отчим, да и вообще якобы семья мальчика сильно пьющая, и такое поведение для них не в новинку. Кроме того, она сообщила, что якобы пострадавший мальчик незадолго до трагедии писал своему биологическому отцу, который проживает в том же селе, с просьбой забрать мальчика. Но мужчина отказался. Также, по словам этой женщины, пострадавший ребенок сам не сахар, в школе имел плохие характеристики, постоянно врет и зарекомендовал себя только с плохой стороны. К слову, характеристики из его школы говорят об обратном. Ну а родственники подозреваемых старшеклассников, а их дети долгое время находились под домашним арестом, уверены, что всю историю Айза затеяла только ради денег. Мамаша этого якобы потерпевшего мальчика ведет на нас травлю. Этого мальчика наши дети не насиловали, наши дети невиновны, говорит Айка, мама одного из старшеклассников. Она работает медсестрой в детском кабинете и говорит, что семья Айзы на плохом счету. То и дело у них дома ссоры, а с отчимом ее старший сын и вовсе в плохих отношениях. Пострадавшие в ответ говорят, что им открыто угрожают. Айка настаивает, что мамаша, иначе Айзу матери старшеклассников не называют, учит ребенка, какие надо давать показания. Мама второго старшеклассника работает в школе, она учитель, а отец водитель. Зарплаты далеко не шикарные, как у всех бюджетников. Но почему-то у обвиняемых нет сомнений, что на них указали только с одной целью – чтобы получить деньги. Мы считаемся самыми богатыми со слов потерпевших. Я простой учитель в школе, мой муж водитель. Все знают, какие у нас зарплаты. Кое-как оплачиваем кредиты. Айза говорит, что мы всех подкупили, даже правительство. И когда они уехали лечиться в Москву, даже там подкупили врачей. Мы из малого села. А она говорит, что у нас есть кафе, магазин. Нет у нас ничего, мы простые работяги, рассказывает Айра в беседе с журналисткой. Дальше женщины говорят, что в словах пострадавшего мальчика много вранья. Мол, их дети не отмечали никакого дня рождения и не пили алкоголь. А вот в уголовном деле есть обратная информация. Переписки подтверждают, что спиртное было. Более того, учителя предупреждали их, чтобы те не пили на морозе. Матери приводят еще один аргумент. Насилие не могло совершаться с 10 по 22 января. Ведь в один из дней вся школа не училась, были сильные морозы. То, что было еще 2 учебных недели, почему-то в расчет не берется. Мой сын спокойный, второй мальчик, он в 9 классе. У него экзамены, подготовка, ему некогда ходить по туалетам. А третий хороший, домашний. Дают характеристику своим сыновьям женщины. А вот о пострадавшем школьнике, несмотря на всю дикость ситуации, отзываются крайне нехорошо. Настаивают, что Айза использует сына как оружие. Если взять наше село, то с самого начала все знали, что наши дети невиновны. Все сначала просили проверить семью Айзы. У нас есть данные, что в их семье что-то неладное. А они насмехались. Следователи на классного руководителя давили, чтобы написали хорошую характеристику. Все говорят, в коридоре слышали, а он сам тоже, знаете ли, не сахар. Шустрый, врет все время, говорит родственница обвиняемых. И вообще никто ей не угрожает, а уж тем более не поджигали дом. И тут снова нестыковки. Про свой дом Айза не говорила, она сразу отметила, что подпалили постройки во дворе у родителей.
факт, что родительский дом оформлен на старшую сестру Айзы, мало что меняет. Но семьи обвиняемых выдают его за откровенное вранье. Она боится, что ее разоблачат, и поэтому она стала много писать, кричать, обращаться к блогерам. По психологии же ясно, такие мифоманки так себя должны вести. Все это у нее одна цель – заработать на сыне, чтобы собрать с народа денег, заключает Айка. То, что матери не верят в виновность своих сыновей-подростков и всячески пытаются их защитить, вполне естественно. Сроки за подобные преступления огромные, а ответственность наступает с 14 лет. Мой сын у меня спрашивал, вообще такое возможно, мам? Чтобы мальчик мальчика, мужчина мужчину. Я вообще впервые такое слышу. Уму непостижимо, что такие люди есть на этом свете, кто его оболгал. А он про это вообще не знал, говорит медсестра. Здесь женщина лукавит. Тот факт, что дети были прекрасно осведомлены, расскажет история запросов в их браузере. В протоколе осмотра одного из телефонов будет черным по белому написано, что в день насилия они смотрели соответствующие порноролики. Она и раньше деньги собирала так. На ее мужа много дел заведено. Она сама писала заявление на него, на избиение, и потом они примирялись. Рассказывает родственница подростков. Мамы обвиняемых подростков дали интервью блогеру Алине Лушавиной. Они заявили, что их сыновей оговорили, что семья Айзы очень неблагонадежная и переехала в их поселок только в конце 2022 года. По их словам, при допросе следователям, сын Айзы признался, что оговорил троих подростков, судмедэкспертиза не выявила их причастности к этому или другим аналогичным преступлениям, и что Айза якобы после таких выводов сама проболталась, что ее семья подкупила другого судмедэксперта, чтобы он написал нужное заявление касательно насильственных действий в отношении ее сына. Да и вообще, женщина частенько путалась в показаниях. Также, по словам женщин, подростки якобы в те дни, когда были совершены надругательства, вообще находились в других местах и не знакомы с пострадавшим мальчиком. Матери уверяют, что полицейские много часов допрашивали их сыновей. Во время допросов на них якобы оказывалось психологическое давление и даже пытки. Однако в своем интервью женщины отказались напрямую заявлять о пытках. Обвинения в угрозах семье пострадавшего мальчика и подкупе сотрудников правоохранительных органов и медработников все три женщины отрицают. Всю эту историю матери подростков считают грамотно раскрученным с помощью известных блогеров и правозащитников делом, цель которого для Айзы одна – заработать на этом большие деньги. Все это время лечение мальчика было никаким. Ему просто делали клизмы, писала правозащитница Ева Меркачева. 3 июня 2024 года о деле рассказала журналистка Ксения Собчак. Она сообщила, что перевезла всю семью Айзы в Москву и устроила ее сына на реабилитацию в лучшую столичную больницу. Я делала это в режиме тишины, чтобы семье было комфортно. Они, наконец, в безопасности, подальше от родственников, насильников, давления, косых взглядов, написала она в своем телеграм-канале. При этом родственница одного из обвиняемых утверждает, что когда Айза с сыном приехали в Москву, там мать мальчика заявила, что еда в больнице отравлена, а врач с 38-летним стажем не обнаружил следов надругательств. А недержание мальчика якобы связано с особенностями его развития. Женщина называет Айзу истеричкой, которая любит скандалить, всегда старается все снять на телефон, и что она буквально вынудила следователей завести уголовное дело на троих подростков. Однако почему выбор Айзы пал именно на этих трех подростков, как на обвиняемых? Ни матери обвиняемых, ни другие их родственники ответить не могут. Якобы Айза собиралась поначалу только шантажировать родителей подростков с целью получения определенной суммы денег за свое молчание. Но впоследствии передумала и довела дело до суда, чтобы заработать на этом еще большие суммы, исчисляемые к настоящему времени десятками миллионов рублей. Сама Айза рассказала, что врач изучил документы, поговорил с ее сыном, провел обследование и заключил, что мальчика неправильно лечили весь прошлый год. Все 1,5 года с момента изнасилования у мальчика сохранялось недержание. Ему нужно было сразу провести операцию. По словам матери, сын очень устал от пеленок на ночь и памперсов. В стороне не остались и политический деятель Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, и по совместительству член Совета Федерации от исполнительной власти Республики Тыва.
Она лично побеседовала с мамой ребенка Айзой и обратилась к уполномоченным по правам ребенка в Тыве, попросив их также взять под контроль семью пострадавшего школьника. «У меня просьба не оставлять без внимания эту семью. Поможете? Я вам перешлю свои запросы в прокуратуру, которые я писала, и ответы прокурора, свидетельствующие о том, что в самом районе следствие работало совершенно неудовлетворительно. Было давление на Айзу, когда они возбуждали уголовные дела. Понимаю, что это не ваша компетенция, но вы все равно посмотрите ответы, чтобы знать имена следователей, дознавателей, которые недостаточно профессионально вели эту работу», отметила 73-летняя Людмила Борисовна в рамках передачи «Осторожно, Собчак». Бывший следователь Следственного комитета России дал такой комментарий возможному приговору преступникам. Согласно пункту Б части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы. Однако на момент преступления они не достигли 18-летнего возраста, поэтому судом наказание может быть назначено не более чем 10 лет, в зависимости от роли каждого при совершении преступления. В июне дело рассматривалось в суде и вышло на заключительный этап. Обвиняемые еще в октябре ходатайствовали о рассмотрении дела коллегией из 3 судей. Просьба была удовлетворена, поэтому дело начали рассматривать с самого начала уже в другом суде, Кызылском городском. Следует отметить, что сторона защиты вызвала в суд большое количество свидетелей – 35 человек. Общественность восприняла это как искусственное затягивание процесса. Процесс шел в закрытом режиме, поскольку стороны процесса не достигли 18 лет. Поэтому никаких подробностей суда и следствия в открытом доступе нет и быть не может. По данным телеграм-канала «Кровавая барыня» стали известны результаты суда и приговоры обвиняемым. Одному из насильников дали 9 лет 10 месяцев лишения свободы, второму, самому младшему, 7 лет тюремного заключения. Именно он дал признательные показания, которые в суде были основным доказательством вины всех 3 подростков. Третий несовершеннолетний фигурант получил 8 лет. Мама изнасилованного 1,5 года назад 10-летнего мальчика сообщила, что сторона защиты будет обжаловать приговор, готовится с адвокатом и к апелляции, и к кассационной инстанции, и к Верховному суду России. Поэтому приговор вступит в законную силу только через 1-2 месяца. Конечно, родители обвиняемых постараются приложить все усилия, чтобы перетянуть процесс на свою сторону и вызволить сыновей из тюрьмы. Данная история отлично показывает, как можно избежать наказания, имея деньги и связи даже на уровне небольшого районного центра. Конечно, огласки этой истории не хотели ни родители обвиняемых подростков, ни местные власти, ни чиновники на уровне правительства республики. Однако в подобных делах может помочь только широкая огласка. И Айзе с мужем удалось побороть все давление, запугивание и даже угрозы в свой адрес. А теперь представьте, сколько таких историй, которые также пытаются замолчать и скрыть по всей стране, да и в той же Тыве, учитывая уровень преступности в республике. Поэтому если с вами или вашими близкими к несчастью случилось что-то похожее и вы готовы придать эту историю огласке, свяжитесь с авторами канала «Неразгаданные тайны», одним из способов, которые вы видите на экране. Что касается именно этого дела, то приговор для 3 обвиняемых, скорее всего, после апелляции не изменится, и они отправятся отбывать свои наказания в соответствии с назначенными в ходе последнего слушания сроками. Примером чего могут служить многие громкие похожие дела в нашей стране, часть из которых уже была разобрана на канале. За обновлениями по делу вы можете следить в телеграм-канале «Неразгаданные тайны», а также в группе ВКонтакте и канале на Дзене. Все ссылки будут в закрепленном комментарии.